Всем привет! Сегодня хочу показать, как в фотошопе делать шапки для канала. Для начала нам нужно скачать или сделать самому шаблон. Пишем в поисковике шаблон шапка на YouTube. Выдает нам массу разных шаблонов. Непонятно. Вот разрешение 1256 на 1440. В принципе, можем его скачать. Вот, значит, берем, сохранить изображение, скачиваем его, открываем наш Photoshop, открываем то, что мы скачали, шаблон, где он есть, шея, вот. Откроем шаблон. Вот. Он нам показывает все размеры. Дальше скачиваем. Нам нужен какой-нибудь фон. Красивый фон. Скачиваем абсолютно любой фон. Давайте возьмем, например, вот такой. Сохранить как. Все, сохраняем его. То есть, к примеру, у нас вот он, да? Мы берем, закидываем его вот сюда. Так. Делается, значит, вот так вот. Чпонька. Я это делаю вот так вот, чтобы мне сделать хороший шаблончик. Бац, все, закрепили. Дальше копируем слой еще раз. Так, где тут? Создать дубликат слоя. Все, сделали дубликат. Опускаем его. Блин, куда он делся? Эй, товарищ, куда делся? Вот он. Вот, впихиваем его сюда, вот по этой штуке. Я делаю чуть повыше. Здесь он ровно приклеивается. Здесь почему-то вот он вот сюда только делается. Вот, все. Закрываем вот этот наш слой. Сохраняем вот этот формат. Сохранить как. Вот. Шаблон шапки для YouTube он у меня будет называться. Все, сохраняем его на рабочий стол вот в таком состоянии. Все, наш шаблон готов для шапки. Дальше нам нужно сделать шапку. Мы ищем красивый фон, какой нам нужен для шапки. Там можно отсюда выбрать, можно написать там шапка для YouTube. Вот. Находим абсолютно любую, какой вам хочется. Подписывайся. Вот тоже, кстати, интересно. Можно вместо этого подписывайтесь. Короче, написать что-нибудь другое. Давайте попробуем вот так. Сохранить изображение как. Все сохранено. В общем, вот он у меня появился тут. Просто берем, закидываем вот сюда. Блин, нифига. Есть такие варианты, что они защищены от копирования. Не годится такое. Ищем дальше. Можно вот такую. Но это ладно. Это слишком просто будет. Дальше я просто напишу фон. Покажу, как делать с нуля. Вот, кстати, красивый фон. Давайте из него сделаем. Так, сохранить изображение. Нам абсолютно без разницы, в каком разрешении. Главное, чтобы была картинка. Вот, все, JPEG. Вот он. То есть, грубо говоря, вот здесь мы его пуляем сюда. Дальше просто тупо растягиваем чуть больше экрана.
Вот так вот. Опускаем ниже вот этой фиговины. Этот слой вообще можно уже удалить, он нам не нужен. Все, вот она у нас. Выбираем нужную часть нам. Ну, у нас, к примеру, будет вот так. Чтобы это красиво смотрелось, делаем размытие в движении. Ну, так немного. Ну, вот на 18 даже вот я поставил. В принципе, годится красиво. Так, дальше. Нам нужно написать название канала. Выбираем текст. Вот. Пишем название канала. Все, у нас название есть. Вот. Так, сейчас я сделаю, чтобы весь экран видно было. Так. Так вот. Вот. Для этого что нам надо? Для этого выбираем текст. Чтобы увеличить, нажимаем Ctrl-T. Растягиваем его до определенной нужной нам длины. Вот так вот. К примеру. Центр показывает нам крестики. Все отлично. Дальше можем сделать вот из этого. Нам нужно что-то сделать, какой-нибудь интересный текст. То есть выбираем флагом. Выбираем изгиб, какой нам нужен. Ну, вот такое небольшое искажение. Не надо. Ну, здесь все по нулям, в принципе. Вот так вот. Небольшой флагом сделаем. Вот. Что у нас получается? Вот так вот. Можно еще увеличить. Ну, в принципе, вот так вот уже что-то. Все. Лучше пониже чуть-чуть. Так вот. Чтобы он ровно был посередине у нас. Все. Так, дальше нам нужно что-то с этим текстом сделать. Цвет у нас желтый. Желтый нам не подходит. Нам надо какой-нибудь поставить. Какой-нибудь, к примеру, фиолетовый. Замечательно. Нам нужно изменить стиль текста. Нажимаем параметры. Вот. Выбираем теснение. Балуем с теснением. До нужной вам кондиции. Вот так, я думаю. Нам надо обводочку сделать белую. И... Нет. Ну, обводочка. В принципе, цвет выбирать можно любой тут. Пусть будет белый, в принципе. Так. Делать внешнее свечение. Свечение нам нужно какое-нибудь сделать интересное, чтобы подходило какое-нибудь синее. Во, синенькое. Так. Что у нас получается? Так, размах. Нет, размах нам поменьше. Вот так пусть будет. Так, и добавляем тень. Тень нужна обязательно. С тенью красивее становится. Вот. Сделали мы название. Вот чуть-чуть. Вот так вот. Слишком растянуто получилось. Так. Ну, сюда еще можно добавить, к примеру, кнопку «Подпишись». То есть скачивайте разные картинки, какие вам удобно, какие вам нравятся. Делаем «Подпишись». Сделаем чуть повыше, потому что снизу будут ссылочки на канале. Делаем ее, в принципе, тоже параметр наложения. Можем сделать ее, сейчас покажу,
Можем сделать ее объемненькую немножко. Для этого мы сделаем опять теснение. Сейчас смягчение. Так, выберем какой-нибудь. Нет, не это. Не это. О, вот это. Нет, это фигня какая-то. Не на все подходит это теснение просто. А, во, все, нашел. Вот так вот. Чуть-чуть объемчику придадим. Можно сделать также обводку любыми цветами. Но я делаю тень просто чуть-чуть, небольшую. Она красивее будет смотреться просто. Вот, небольшую тень. Есть еще здесь интересная фишка. Можем сделать, убрать. Вот, убрать все. Убрать белый цвет можно. Либо убрать красный цвет. Остается один белый и контур. Тоже, в принципе, смотрится неплохо. Ну, вот этот убираем согласно задней картинке. Либо у нас полоски остаются, либо наоборот полоски мы убираем. Но это бесполезная вся ерунда. Все. Жмем ОК, нам все нравится. Дальше. Делаем немного размытия кнопки. Нажимаем Гаусс. По Гауссу. И смотрим, чтобы у нас было красиво, но не круто, так не сильно выделялось. 0,5, 0,7, 0,4 даже. Не, 0,4 мало. 0,5 годится. Также и здесь. Фильтр, размытие. По Гауссу. Преобразовать смарт-объект. И размываем, чтобы у нас в глаза не бросался, как бы. Чтобы мы видели только задний фон. Так будет красивее. Нам в глаза должен бросаться задний фон в основном. Передний, название вот это, она как бы второстепенная, это как бы 3D эффект был бы такой. Вот 2.1, нормально, отлично. Все. Наша шапка, в принципе, готова. Самая типичная, простая шапка. Просто фон, название канала, плюс кнопка подписаться. Типа кнопки. Все, дальше потом нажимаем сохранить как. Выбираем JPEG. Пишем название. Название канала. Сохраняем. Все. Готово. Вот я сейчас вам покажу примеры шапок, какие я вот делал недавно, какие мне больше всего понравились. Я их оставил себе. Вот. Horrible Stories. Такая интересная шапочка получилась. Дальше. Rain. Вообще прикольно получилось. Тут мы изгалялись как могли, все подряд добавляли. Авто для людей. Очень неплохая шапка получилась. Машины. Люди с ключами. Логотипы. Бренд такой своеобразный получился. Красиво. Лакимер. В такой тематике тоже прикольно получилось. Добавили всяких возможных персонажей. Пчеловулье. Очень тоже неплохо получилось. С пчелами. С боевыми. Учимся всему. Ну, тоже так это неплохо. Еще подписали. Извините, я учусь. Классно смотрится. Ну, больше пока таких. Еще одна была шапка, но я ее почему-то не сохранил. Тоже была классная. Ну вот, в принципе, все, что я хотел вам сказать. Делается все элементарно. Все просто. Все классно. Ну вот, в принципе, все, ребят. Спасибо за внимание. Всем пока.